Здравствуйте, стрельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, расклад на месяц февраль. Давайте посмотрим, что же в феврале вас ожидает, какие вам карты выпадут, что интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не личный, он не персональный. Надеюсь, тем не менее, что большинству из вас он подойдет, что он окажется полезным, и вы найдете много общего с тем, что происходит в вашей жизни, и тем, что здесь будет в нашем раскладе, соответственно, получаться. Напоминаю, что вы можете оставить свое сообщение, подписаться. Да? Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Стрелец в феврале месяца, который вот-вот уже начнется. Что же интересного вас ждет, стрельцы? Месяц февраль. Первая карта, карта двойка кубков, карта, вот такой пары, да, возможно, родственной души, с которой вы общаетесь. Для кого-то из вас это будут важные вопросы, касающиеся каких-то в целом партнерских отношений. То есть это может быть и, там, не знаю, какая-то ситуация, где вы в работе, допустим, с напарником, с коллегой чувствуете уверенность в том, что человек с вами на одной волне, что он вас не подведет. То есть ощущение вот этого единства, ощущение единой цели, ощущение, что вы можете доверять, да, человеку, с которым вы работаете. Но также вот и в паре, соответственно, да, ощущение доверия, ощущение здесь влюбленности, ощущение родства душ, которое присутствует у вас в отношениях. Кстати, эта карта еще и про детей говорит, поэтому для кого-то из стрельцов могут быть важными вопросы семьи, детей в целом, да, рождения детей или вот чего-то связанного с детьми, с ребенком. Двойка кубков. Для многих, кстати, может говорить еще и о перемирии, потому что, значений там много может быть. И карта у вас вот такая вот. Но мы сейчас посмотрим на общей картине, что здесь может еще происходить. Но вот первая карта, такая вроде бы как хорошая очень, да, двойка кубков. Давайте посмотрим рядышком дополнительную карту, что здесь еще у вас может быть. Карта двойка жезлов, двойка кубков, двойка жезлов, и там двойка ожидания. Ожидание по двойке жезлов, проявление интереса, попытки разобраться по этой ситуации, что происходит, допустим, там в жизни вашего ребенка, да, какие-то беседы с ним, разговоры вести, то есть вы как будто вы показываете, что мне интересно, чем ты живешь, что у тебя происходит. Также по двойке жезлов какой-то интерес касаемо там вашей второй половинки, разобраться, что происходит в жизни человека, да, что беспокоит, что интересует. И здесь вот он смотрит куда-то вдаль, может быть, отношения на расстоянии или какая-то ситуация ожидания кого-то, кто находится на расстоянии, может быть, вашего, там, не знаю, любимого человека, может быть, вашего ребенка, да, тоже кто-то на расстоянии может быть. Также здесь еще и, если мы говорим про перемирие, то здесь может быть как прощупывание почвы. Стоит или не стоит сделать шаг навстречу, помириться? Стоит или не стоит? Стоит или не стоит? То есть какие-то размышления об этом. То есть явный интерес, чтобы этот шаг навстречу сделать. Двойка кубков, двойка жезлов. У кого-то размышления завести ребенка тоже может быть как взвешивание варианта. И, мысль такая, которая может быть. Кто одинокий, может быть, кстати, здесь интерес в том, чтобы познакомиться. То есть вы можете прям как будто бы активно искать такие способы, такие возможности, мол, интересоваться, искать там, не знаю, в интернете, допустим, да, себе какую-то вторую половинку среди друзей, знакомых друзей, да, что-то расспрашивать, пытаться узнать или уже даже расспрашивать о каком-то интересующем вас человеке, который вам нравится. Давайте посмотрим следующую карту. У вас здесь под двойкой кубков карта башня. То есть, возможно, вы как будто бы идете от ситуации по карте башня, которая была для вас какой-то внезапной, может быть, воспринималась как такой крах своего рода или разрушение, то есть что-то было разрушено или что-то было здесь как будто бы прояснено, озарено вниманием по карте башни, когда вы что-то поняли для себя, возможно, прозрели в каких-то вопросах, касающихся, опять-таки, вот этой двойки кубков.
Возможно, здесь какой-то был честный разговор или какая-то прямолинейность, которая могла восприниматься как такое разрушение, скажем. Но также это и карта очищения, когда очищается, уходит все ненужное, все лишнее, и таким образом остается только действительно ценное и важное для вас. Давайте посмотрим ближайшее прошлое, то есть конец января месяца для стрельцов. Здесь карта принца кубков, карта воодушевления и вдохновения, и такого в целом очень оптимистичного взгляда на вещи. У кого-то действительно мог быть даже конец января наполненный какими-то свиданиями, приятными встречами, приятными поездками. Принц кубков — это в целом водная стихия, то есть это раки, рыбы или скорпионы. Для кого-то важно общение с водным знаком зодиака, конец января. Принц кубков. Принц кубков. Но в целом вы можете находиться в каком-то состоянии внушения, то есть когда вы не совсем явно, не совсем действительно картину всю понимаете, как она есть, то есть приукрашаете ее, вам хочется верить в какую-то лучшую картинку, да, лучшую реальность, как-то себя приободрять таким образом, да, верить в какие-то лучшие для вас варианты развития событий. Возможно, таким самообманом немножечко занимаетесь. Ну, так, давайте посмотрим дальше под двойкой жезлов, что здесь у вас будет. Стрельцы под двойкой жезлов, десятка жезлов. Тоже по десятке жезлов. Смотрите, во-первых, вы можете себя еще и перегружать как будто какой-то работой, какими-то делами по десятке жезлов, нагружать себя какими-то обязательствами. Вы можете по десятке жезлов столкнуться с ситуацией в общении, когда вам хотелось бы больше времени, допустим, да, на какое-то общение, или нет возможности понять друг друга, или нет возможности нормально пообщаться, потому что мешает ваша работа, или мешает, там, не знаю, работа вашей второй половинки, или какое-то расстояние здесь, да, мешает, как будто преградой является. Поэтому десятка жезлов. То есть что-то создает эту преграду. Или работа, загруженность делами, загруженность работой, десятка жезлов, либо какая-то скрытность. Если вы с кем-то новым знакомитесь, то здесь может быть скрытность со стороны этого человека. Да, может быть, и вы не все карты раскрываете сразу, тоже стараетесь до поры до времени не все рассказывать, не обо всем говорить. Десятка жезлов. Так, давайте посмотрим ближайшее будущее, то есть середину месяца февраля для стрельцов. Здесь карта восьмерка мечей, много каких-то переживаний и страхов, может быть, накручивания себя по поводу каких-то возможных проблем. То есть вы здесь больше будете надуманно переживать. Может быть, думать, что у вас могут возникнуть какие-то препятствия, ограничения, которых на самом-то деле может и не быть, но вы себе их придумываете. Либо вам кто-то говорит какие-то негативные вещи, а вы их наматываете себе, да, и думаете на ус, наматываете и думаете, что так и будет. На самом деле это все такое самопрограммирование, не нужно этого делать. То есть вы здесь должны доверять только себе, своей интуиции. Вам не нужно здесь слушать, что говорят вам окружающие, что они пытаются вам навесить какие-то свои неуверенности или свои страхи. Соответственно, вам здесь нужно избавиться от вот этих вот ненужных каких-то убеждений, чужих, чуждых убеждений, которые могут вас тормозить или ограничивать, или создавать вокруг вас такие какие-то рамки. Потому что вы сами себя в клетку таким образом можете загонять. Может быть, будет ощущение небольшой слабости или усталости. Опять-таки, кто перегружен работой, может быть, ощущение усталости, что вы просто сильно много работаете. Давайте посмотрим следующую карту для стрельцов. Карта шестерка пентаклей. По шестерке пентаклей здесь, ну, тоже, знаете, как взаимный обмен, какой-то помощью, может быть, чем-то материальным, может быть, правда, здесь, знаете, если вы с кем-то познакомились, здесь, может быть, по шестерке пентаклей какой-то взаимный обмен подарками, что-то вы делаете такое, вот, шестерка пентаклей. То есть вы что-то отдаете, получаете от другого человека в обмен что-то, соответственно. Также здесь очень много будет какой-то помощи и поддержки, которую вы оказываете другим людям, да, или в качестве наставника какого-то, как учителя, давать совет. Да, отдавать совет, он может быть ценным тоже, и тоже быть какой-то помощью своего рода. Также здесь вы можете быть достаточно такими гордыми, если вам кто-то предлагает помощь. Вы можете отказаться почему-то от этой помощи, хотя, да, вот по шестерке пентаклей карта такого все-таки взаимного обмена, поэтому, ну, я думаю, что здесь
все-таки этот взаимный обмен и присутствие, да, то есть вы отдаете что-то, получаете в обмен что-то. Кстати, вы можете здесь какие-то покупки совершать или какие-то такие операции производить, где вы за что-то платите и получаете что-то в ответ, да, то есть вот какие-то такие вещи, как обмен, товарообмен или какой-то вот такой вот обмен, круговорот, который происходит. Давайте посмотрим дальше следующую карту у вас в вашем окружении или энергия вокруг вас, стрельцы, в этом месяце. Это карта туза жезлов, то есть очень такая активная карта важных начинаний для вас, возможностей, которые опять-таки у вас есть, они есть вокруг вас, и каких-то значимых перемен, которые происходят вокруг вас. Снова-таки, может быть, в вашем окружении есть человек, который готов действовать с напором, с активностью, с решительностью по этой карте и готов к каким-то значимым переменам. Так, давайте посмотрим еще карту ваших страхов или ваших желаний. Здесь одна позиция на эту карту выпадает, и у нас карта Королева мечей. Здесь я не знаю даже, как ее рассматривать, потому что она может говорить и про страхи, и про желания. Страх может быть в том, чтобы не попасть в какую-то конфликтную ситуацию, потому что Королева мечей, она такая очень барышня, прямолинейная, резкая, может быть, чересчур такая проницательная, саркастичная. То есть вам не хочется общения с такими людьми, которые чересчур колкие, резкие, возможно. Может быть, это человек знака воздух, это весы, близнецы или водолеи. Также вы здесь можете хотеть в свою очередь быть честными с кем-то и высказывать свою точку зрения. То есть это может быть и вашим желанием говорить правду, говорить то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, и в целом проявлять себя по Королеве мечей как человек, который очень и очень внимателен к деталям, который очень амбициозный, который очень-очень так настроен, допустим, на карьеру, поэтому берет на себя какой-то груз там работы, допустим, выполняет много работы, и поэтому вот она Королева мечей. Да, то есть у вас может быть желание таким вот образом себя проявлять. Карта Королева мечей, то есть говорить правду, делать все очень так четко, структурированно, да, слаженно с другими и проявлять такую вот властность, амбициозность, где-то даже такую вот жесткость в какой-то степени по Королеве мечей. Давайте посмотрим итог месяца, да, финал месяца для стрельцов. Месяц февраль, карта отшельника, карта духовной мудрости, роста, которая у вас происходит в феврале месяце. Карта Девы, не знаю, может быть, общение с человеком знака Дева, но в целом отшельник, да, отшельник — это определенный путь сознания, который вы здесь проходите. Возможно, вы здесь, если мы говорим про общение там с кем-то, новые отношения завязываются, вы можете по отшельнику остаться все-таки одни или решить, что вы одни будете, то есть как вариант, да, то есть осознанное желание искать дальше, да, то есть пока побыть одному. Другой вариант, если вы с кем-то на расстоянии, то здесь действительно как ситуация, где вы, ну, опять-таки отшельничество, то есть в стороне отдельно, да, как отшельник, поэтому карта отшельника. А если здесь какой мы вариант рассматривали, да, если касаемо там размышления, допустим, о ребенке, завести ребенка, такой вариант тоже мог быть, но опять-таки может быть много переживаний, много страхов, много волнений по этому поводу. Карта отшельника — более глубокий анализ того, нужно ли вам это, стоит ли это делать. Вот какие-то такие размышления здесь тоже могут быть по отшельнику, когда вы стараетесь мудрое решение принять, такое разумное решение. Карта отшельника. Карта отшельника. Ну, все равно для меня это, знаете, как опять-таки прислушиваться к своей интуиции, стараться прислушиваться к себе, да, стараться отгораживаться от своих страхов, возможно, переживаний или надуманных переживаний. Быть честными с собой тоже в первую очередь. Чего вам хочется, что вы хотите. Не знаю, возможно, действительно, чувствуя там какую-то неуверенность свою в отношениях с кем-то новым, вы можете чувствовать недоверие. Очень много, может быть, по этому поводу ограничений здесь, которые у вас возникают. И да, у вас может возникнуть такой какой-то честный разговор, прямолинейный, допустим, где вы отсекаете этого человека, ненужного вам, к примеру, или человека, который вам как-то неприятен в общении. Опять-таки, вот оно под Королевой мечей. То есть человек, который что-то вот вам такое говорит, и, может быть, да, вас действительно это ранит, или вам это не нравится каким-то образом. Потому что Королева мечей такая, может быть, очень-очень жесткая здесь.
Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для стрельцов на февраль месяц мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.